Недавно мне задали вопрос: доктор Берг, если сахар так вреден, почему же тогда фрукты так полезны? Что ж, во-первых, я никогда не говорил, что фрукты полезны. Они не входят в рацион на здоровом кето. И в связи с этим хочу сказать вам кое-что еще. Сегодня мы едим скрещенные виды фруктов, то есть гибриды. Это означает, что в результате селекции фрукты становятся все слаще и слаще. Например, в одном яблоке сорта «Медовый хруст» 19 грамм сахара. Но возьмите дикую яблоню. В ранетках нет 19 грамм сахара, то есть мы потребляем фрукты с повышенным содержанием сахара. Это первое. Во-вторых, фрукты должны быть сезонными. Есть их круглый год не очень естественно. Некоторые не видят разницы между целыми фруктами и фруктовыми соками. Говорят, это одно и то же, но это не так. В соке отсутствует не только клетчатка, но и нутриенты, потому что сок пастеризуют. Его подвергают термообработке, а это убивает многие ферменты и чувствительные к теплу витамины. То есть сок — это по сути голый сахар, тогда как в целом фрукте есть витамины, макро- и микроэлементы, фитонутриенты и клетчатка. Да, в этих фруктах есть питательные вещества. Они защищают от повреждений в ДНК, от осложнений разных заболеваний, например, диабета. И все же фрукты содержат большое количество определенного сахара, называемого фруктозой. Фруктоза не идет во все клетки тела, как глюкоза. Она идет в печень. 100% фруктоза отправляется в печень. Что это значит? А то, что она не вызовет такой же всплеск сахара в крови. Если поесть фруктов и проверить сахар в крови, ух ты! Сахар в крови не повысился, должно быть, это полезная штука. Но люди упускают, что со всей этой фруктозой придется разбираться печени. Ее избыток может привести к инсулинорезистентности, из-за которой повысится инсулин. Если на печень обрушивается избыточная доза фруктозы, печени приходится ее куда-то деть, и она превращает ее в жир, холестерин и триглицериды. Итак, вот мой совет. Из-за того, что столько людей имеет проблемы с сахаром в крови и преддиабетом, я рекомендую ограничиваться небольшим количеством ягод и не есть другие фрукты. Подумайте сами, что такое диабет? Диабет — это высокий уровень сахара в крови. Так зачем же тем, чей недуг связан с чрезмерным количеством сахара, есть фрукты, которые лишь добавят сахара? На этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео.